В одном из первых роликов мы осветили проблему захоронения безродных на Перепеченском кладбище. Показали, как захоранивают невостребованные тела, затем выкапывают их и сжигают. Назвали цифры и объемы денег, поступающих в казну нескольких человек. С рождения Бобби поймальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Вскоре после выпуска нам удалось взять интервью у одного из сотрудников кладбища. Он рассказал о способах погребения и о том, что погребение невостребованных тел – колоссальный бизнес. Сотрудник сообщил, что тела даже делят на части, чтобы получить несколько квот по погребению. Об этом Андрей рассказал в интервью журналисту Daily Storm. Статья, кстати, была удалена на следующий день, но остался дублирующий материал на Рамблере. Мы решили копнуть чуть глубже, чем это делают рабочие на Перепеченском кладбище. Кто передает эти трупы для захоронений? Оказалось, что курирует данный вопрос Бюро судмедэкспертизы и недавно пришедший на пост руководителя данной службы Приходько Андрей Николаевич. Приходько Андрей Николаевич, 46 лет, зарегистрирован в Карелии, в городе Петрозаводске, работал в Карельском бюро судмедэкспертизы. С 2019 года является начальником ГБУ Московской области бюро судмедэкспертизы. Если посмотреть перечень имущества Андрея Николаевича, можно заметить колоссальные изменения. В первый же год работы купил себе новый Hyundai Santa Fe. Ориентировочная стоимость 2,5 миллиона рублей. А уже на следующий год квартиру в районе ВДНХ в новом жилом комплексе «Сильвер», где стоимость квартир начинается от 16 миллионов рублей. Скромный начальник бюро судмедэкспертизы с Карелии не меняет должности и рода занятий. За 2 года кардинально сменил качество жизни со скромной квартиры в Петрозаводске и Сузуки Гранд Витара. Или ты должен стать акулой в океане, или ты станешь рыбешкой в океане. Это должно стать твоим принципом по жизни. Ты должен приходить сюда и преобладать. Приходько является ставленником одного крайне влиятельного московского силовика, который курирует абсолютно весь ритуальный бизнес в Москве и Московской области. Схема проста и удобна всем. Нынешний начальник бюро представляет интересы людей из верхушки и за это получает свой приятный жирный кусок. Целями и задачами судмедэкспертизы становится собирать заказы на ритуальные услуги. Сама отрасль патологоанатомии умирает и не развивается. Нет сотрудничества с образовательными учреждениями. То есть пациентов, когда страшно подпускать, очень удобно использовать этот кадаверный материал, когда ты можешь реально рассмотреть анатомию, она особо не меняется, когда человек умирает. То есть это очень нужная вещь, но вопрос в том, что сейчас очень большие проблемы с этим. Некоторое время назад на портале «Известия» вышла крупная статья на тему кадаверного материала. Его катастрофически не хватает даже в столичных медучреждениях. Действительно, студентам предоставляют интерактивный анатомический стол пирогов. Но практически каждый специалист может сказать, что данные материалы имеют косвенное отношение к реальному телу человека. Студенты учатся шить на силиконовых макетах и животных, чтобы попытаться добиться реалистичности. Казалось бы, в чем проблема? Передать невостребованные тела для обучения в вузы, где студенты видят лишь 10-20-летние мумии, лишь отдаленно напоминающие человеческие тела. У нас был кадаверный материал, но там, конечно, был просто максимально страх, там уже было все оторвано, и ничего не понятно. Ни о чем. Проблема в том, что в таком случае ни Приходько, ни высокопоставленный силовик, ни Якимов, ни братья Мазараки не получат квоту. Ту самую квоту на захоронение, ради которой можно на несколько частей разрубить тело человека, прикопать, а потом еще и сжечь. Ради которых можно и статью удалить, и невиновного человека продержать 2,5 месяца в СИЗО, не имея никаких доказательств. Ради этих денежек можно и подкинуть наркотики,
А в остальном прекрасная маркиза Mais à part ça, Madame la Marquise.